Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 марта. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки, как альтернативный, может быть, вариант развития событий и вашего восприятия вы получите. По части альтернативного восприятия это действительно в тему, поскольку неделя может напоминать эмоциональные качели. Не только эта неделя, а и последующие тоже. Это своеобразная прелюдия перед коридором затмений, судьбоносным периодом. Я надеюсь, что я сделаю видео именно по части судьбоносных перемен на коридор затмений, потому что это та прелюдия вот сейчас, как будто, которая может разворачиваться, обрастая внезапными событиями вокруг вас или обстоятельствами, когда приходится с чем-то определяться. И это будет иметь значение до конца 2024 года. Ну, давайте пока. В разрезе этой недели, да, наш традиционный таро-прогноз недельный. И основные вопросы, что важно знать, неожиданности, что скрыто. Для вас, мои дорогие весы, что важно знать с 4 по 10 марта. Чего не избежать? Обстоятельства, неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, что будет радовать? Что скрыто, давайте узнаем. Может быть, кто-то скрывает или вы чему-то не придаете значения. Дела, работа, бизнес, энергетику смотрим по основным сферам жизни. Энергия денег – и личная жизнь, мои дорогие, что для вас? Что же важно знать? Быстрая смена событий, много новостей, много, может быть, взаимодействий с людьми, и люди все разные. В каком-то деле, вопросе чаще все же жезлы, дела, работа, бизнес или ваши планы, может быть, поездок, это касается переездов, развития вашего бизнеса или вашего творчества, или, предположим, честолюбивые планы по поводу работы. Вот здесь что-то может ускоряться, словно вы набираете действительно темп. Есть и те какие-то, может быть, новости, на которые придется реагировать. Нельзя оставить на потом. Быстро принимать, анализировать, принимать ситуацию, анализировать, как я могу с этим участвовать или какая моя роль в данном деле конкретном, какую пользу я могу себе извлечь или как себя обезопасить. Но тут самые разные направления или, может быть, сами по себе как новости или изменения в обстановке, где вы находитесь, меня люди смотрят из разных стран, вас тоже подталкивает сделать какое-то решение, выбор, вывод или взаимодействовать с людьми. Такое тоже может быть. Давайте неожиданности. А как будто выбор надо делать, правда? Вот такая развилка судьбы, милый котик следит за той ситуацией, он как будто на башне находится. Но есть направо и налево, и разобраться сложно. В неожиданностях как будто вынужден и вашим, и нашим, но умом понимает, что сколько ни тяни эту историю, а определяться с чем-то придется. Вот вы можете, исходя из всего того, что я только что перечисляла по карте восьмерка жезлов, карта ускорения, карта скорости, быстроты какой-то, вот вы понимаете, что да, какая-либо ситуация затянулась сверх всякой меры, и мне придется, видимо, принимать Соломоново решение, может быть, или делать какой-то выбор. Чему сейчас не время? Вы знаете, двойка кубков. Не время буквально надеяться, что с нами люди будут искренне. Или думать, какой-то союз словно судьбоносен. Или думать о том, что где-то на первую, может быть, позицию поставить ваши чувства, дела или конкретику, финансы отложить на потом. Двойка кубков – это прекрасная карта. Это карта искренних отношений, мои дорогие. Может быть, не время искренне проявлять свои чувства или признаваться кому-то в любви, обещать кому-то что-то. Не время думать, может быть, что то, что вы имеете сейчас по вашему социуму или по вашей личной жизни, продлится в таком же состоянии без изменений. Все равно перемены, они у нас будут. Может быть, еще и
Знаете, карта говорит, не надейся на кого-то. Вот это правда. Давайте посмотрим, что же вам будет помогать, когда вы надеетесь сами на себя. Удерживаете свои позиции. Это карта императрица. У вас у самих много возможностей. Это когда я, карта власти, и карта нового я. Вот, как считаете, новые возможности. Абсолютная вера в собственные силы, и когда самим приходится командовать парадом, самого себя как будто оберегать, просчитывать на пару шагов вперед, не создать себе какой-то турбулентности или, может быть, какие-то противоречия, так вот здравомыслием, да, переложить на реальную обстановку. И тоже, правда, выбор как будто нужно делать, при этом сохраняя свои возможности, свои приоритеты, абсолютно точно, и умение договариваться с кем-то. Так тоже может быть. Вы должны что-то приумножить. Это карта власти, но власти доброй. Значит, от вас будет зависеть, как вы воспользуетесь тем, что вам дает судьба, или то, что у вас, какие возможности на данный период времени, будете сохранять, может быть, свои планы, мои дорогие. Все же императрица, она о чем говорит? О том, что она плодовита, да, у кого-то может, как в личной жизни, проиграться, мои дорогие, как я беременна для девочек. Но и плодовитость еще императрицы в том, что наши новые планы, возможности, творческие какие-то устремления, это тоже, вы на них богаты, особенно вы, мои дорогие весы. Вот это надо сохранять, потому что это как будто ваше будущее. Это то, что вы потом переведете, может быть, и в материальный эквивалент. Сохранять благополучие в принципе. Карта обещает и деньги. Вашу позицию она вам как будто помогает. Дипломатия, мои дорогие весы, в первую очередь помогает свои возможности переложить на ситуацию или договориться с нужными людьми. Даже если вокруг тысяча еще неопределенностей. Договориться – да, но не время верить. Что с точностью, что вам пообещали, так оно и будет. Оставляйте себе всегда пространство для маневра. Может быть, ситуация будет меняться, и вы будете корректировать свои планы. И это будет тоже помогать. Что скрыто? Король Пентаклей. Ну, знаете, могут быть и люди, которые вот в вашем окружении, которые достаточно либо занимают должность или прочно стоят, мы говорим, да, на земле. Они создали себя сами. Тогда от вас тоже что-то могут скрывать, кстати, двойка кубков. И вам какой-то свой план не расскажут. Поэтому ну, вот такая игра в покер, когда вы не должны проиграть. У вас карта императрицы, а у кого-то только лишь король пентаклей. И неважно, не обязательно нам о мужчине говорят. Это в этих энергиях могут быть и женщины, и девушки. Ну, то есть те люди, которые себя, опять же, создают. Или имеют какие-то планы, они умеют хранить их в тайне. Они умеют сохранить финансы. Для кого-то из вас тоже как подсказка. Сохраняй деньги. Деньги как будто есть. Приумножай свой капитал. Приумножай свои возможности. Или не ставь себя на второе место. Нет, тут надо оставаться на пьедестале. И все же какая-то конкретика по части денег, она должна быть поставлена на первое место. Помните, деньги – это не что иное, как способ взаимодействия с миром. И здесь эмоции не должны быть на первом месте, а какая-то реальность на втором. Может быть, для кого-то из вас. Заначка, мои дорогие. Сохраняйте действительно материальные какие-то ресурсы свои. Будьте на своей волне, вот как эта императрица, чтобы сохранить способности, возможности, ну и вот эту властную энергию влиять на обстоятельства вашей жизни. Как-то это будет с финансами пересекаться. Дела, работа, бизнес. Ну, прекрасно. Праздник после победы. Значит, действительно, что-то хорошее, предположим, по документам или на работе какие-то бонусы, либо возможности для вас открываются. В принципе, согласовать по документам можно в этот период удачно. Или если у нас впереди карта неожиданности выпадает, и мы сказали, что как будто выбор нужно делать, то тогда все равно в отношении себя и своих намерений, но у вас получится что-то осуществить. Ведь эта четверка жезлов, это как карта якоря. Значит, из этой
двойственной какой-то ситуации, вы можете как раз на неделе сделать важный вывод или принять, повторяюсь, то Соломоново решение, когда вы укрепите свои позиции. Карта обещает праздник, значит, как минимум один вопрос вы решите положительно. Финансы. И у нас выпадает королева кубков. Будьте аккуратны с финансами. Это у нас все-таки прообраз где-то. Русалки. Как прежде изображалась королева кубков, королева-русалка. А русалка это та, которая манипулировала моряками и рыбаками, завлекая их на глубины морские, обещая им несметные сокровища и волшебную любовь. За ней шли, потому что верили, но где-то там на пучинах и оставались. Вы не должны проиграться где-то из-за эмоций, просчитаться с чем-то, потратиться, может быть, и есть у вас вдохновение кого-то, ну, одарить подарком. Или в какой-то вашей любовной истории, ну, как будто вложиться, да. Так вот, вами могут где-то тоже манипулировать, поэтому держите деньги при себе. Вот этот как сундук, да, вот я так думаю, что скрыто. Это вы должны скрывать свою финансовую историю. Как милый котик, лапкой придавил пентакль, а еще явно в этом сундучке тоже пентакли. Для надежности улегся сверху. Мое, не дам. Вот где-то так же, чтобы эмоции, ну, куда-то вас не в ту сторону через финансы увели. В последующем это будет важно. Тут надо сохранить свои позиции. И, может быть, не поддаться даже на какие-то траты со стороны предложений ваших близких людей. Ведь такое тоже может быть. Поэтому управлять эмоциями у вас-то получится. Вы в сильной позиции, понимаете? И поэтому не позволяйте никому ее нарушить. Личная жизнь. Гармония. В личной жизни вас будет что-то радовать, правда. Вот посмотрите, видели мне скаты, да, восьмерка у нас так изображена. И у нас что вверху, то и внизу. А что внизу, то и вверху. Это один из основных принципов герметизма. И это, в принципе, наверное, я так думаю, квантовой физикой будет точно доказано в ближайшие годы, но в эпоху Водолея. И я в этом абсолютно убеждена. Но если мы перенесемся с картами Таро в нашу реальность в течение недели. Для кого-то вопросы переезда, вопросы вашей популярности, вашей известности. Может быть, посредством интернета. Может быть, вот это, кстати, карта о росте популярности может свидетельствовать. Или о вашей экспертности, о признании ваших заслуг, о открывающихся перед вами новых возможностях. Может быть, это как весь мир у ваших ног. И вот эти две чудесные карты, что помогает? Карта императрицы. И 21-й старший аркан, когда нет ничего невозможного. Вот что вы запланировали? Все то, что я перечисляла, и вот эти энергии актуальны будут на этой неделе. Значит, где-то, если мы говорим о преамбуле перед коридором затмений, вот начало, оно идет на этой неделе. Последующая задача – переложить ваши намерения на те возможности, которые будут уточняться, обрастать какими-то дополнениями в период коридора затмений. И уже потом, после 8 апреля, даже при том, при всем, что могут быть резкие какие-то перемены, вы все равно сумеете отстроить свое благополучие. Наоборот, для вас, мои дорогие, будет тот период, когда, может быть, на грани фола. Или это как для кого-то как кризис, а для вас это новые пути, это новое видение мира, это новые возможности, по сути, безграничные. Лемниската все-таки. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.